Привет! Это видео не случайно нашло тебя. Это разговор с твоей душой. Мне просто в потоке рандомно захотелось вот в таком вот виде выйти к тебе и рассказать. Твоя душа хочет высказаться, и ты обязательно должен или должна ее послушать. Каждый день, изо дня в день, ты делаешь какие-то действия. Каждый день ты нагружаешь себя тонной информации, тонной ответственности и совершенно забываешь о самом главном. Каждый день ты откладываешь какие-то дела на потом. Каждый день ты обещаешь себе исправиться. Каждый день ты бежишь в потоке и даже не замечаешь самое главное. Каждый день ты просыпаешься, у тебя есть четкий план, да или даже его нет, неважно. Но каждый день ты совершаешь одни и те же действия. Вместо того, чтобы наконец-таки остановиться, посмотреть вокруг себя и спросить себя, чего же я хочу, а чего же хочет моя душа, чего хочет мой внутренний ребенок. Может быть, ты забыл про свой талант, который совершенно не реализовал до сих пор. Может быть, ты хочешь научиться играть на гитаре, может быть, на фортепиано, или, может быть, ты всегда мечтала ходить на танцы или мечтал ходить на танцы. У нас множество разных идей, все достаточно разные, творческие. И, может быть, ты предаешь себя и даже не замечаешь, как твое тело и как твоя душа с тобой разговаривают изо дня в день, а ты постоянно игнорируешь их. Тело разговаривает через болезни. Если у тебя постоянно что-то болит, либо же у тебя есть хронические болячки, это повод обратить внимание на свое тело. Например, если у тебя часто болит горло, это значит, что ты не раскрываешь свой потенциал. Может быть, тебе нужно петь, как вариант, заниматься вокалом. Или, может быть, ты просто банально не высказываешь людям то, чего мог бы рассказать. Может быть, у тебя есть дар, например, убеждения. Может быть, ты настолько красноречив, но почему-то этим не пользуешься. Может быть, ты прекрасно читаешь стихи, но этого не делаешь. И так тело подает нам сигналы изо дня в день, а мы просто заглушаем это разными таблетками, едой, какой-то ерундой, гуглим эти болячки. И, в общем, вся вот эта история, мы просто перестали, мы не умеем больше слышать себя. И для меня это огромный знак. И сегодня в видео я хотела поговорить именно об этом, потому что каждый день я вижу, насколько некоторые люди загоняют себя и придумывают себе настолько какие-то колоссальные просто рамки, столько проблем, столько болячек вокруг. И проблема даже не в том, что они не осознают, им даже отчасти нравятся эти рамки, нравятся эти паттерны, которые вот они придумали, и просто они не могут из этого выбраться, и они не знают, как по-другому, потому что, чтобы из этого всего выбраться, нужно тотально изменить свое мышление, а наш мозг всегда нам противоречит. Он сохраняет энергию, он не хочет, чтобы мы что-то меняли. Ему нужно сохранить энергию, ему нужно меньше адреналина, ему нужно меньше каких-либо действий, ему нужна четкая стратегия поведения и инстинкт самосохранения. Все, это все, что наш мозг хочет. Но мы стараемся как-то прокачиваться и так далее, и так далее, и так далее. Но, конечно, не всегда это работает, потому что все равно мы упускаем самое главное. Мозг – это всего лишь мозг. Самое главное – это наша душа, и мы перестали ее слышать. И она с нами постоянно разговаривает. Да? То есть если у вас есть какие-то боли в сердце, в груди, колики какие-то непонятные, это значит, что вы ее не слышите. Она пытается вам что-то сказать. Возможно, вы не идете по своему предназначению, своей реализации.
У всех реализация и предназначение абсолютно разные. Для кого-то реализация, например, реализовать себя как родители. Для кого-то это может быть учитель, да, учить других, наставлять других. У кого-то реализация может быть просто вот находиться в этом мире, кайфовать и ничего не делать, и показывать другим людям, что можно жить вот так. Все мы настолько разные, и у всех настолько разная миссия, что если бы вот какой-то маленькой детали в нашем мире бы не хватало, то все, это был бы крах. Иногда смотришь на человека и думаешь, да он какой-то фигней занимается, а на самом деле нет. Вот если бы не этот человек, может быть, у вас или у меня было бы абсолютно другое понимание, что ага, мы смотрим на этого человека, который, казалось бы, нифига ничего не делает, кайфует от жизни, у него откуда-то появляются деньги, еще что-то, еще что-то. Но вы представьте, если бы не было таких людей, мы бы даже и не знали, что можно как-то меньше совершать действий, например, да, чтобы получить какие-то вещи, можно проще относиться к жизни и так далее. Я не говорю сейчас про какие-то теневые стороны вот этого всего, там как зависть, например, и сравнение себя с другими, мы это не берем вообще в фокус. Нам такие эмоции не нужны. Мы прорабатываемся от этого всего и уходим. Мы не сравниваем никогда себя с кем-то, потому что в этой борьбе мы не выиграем никогда. И ваша душа, она индивидуальна, она пришла с какой-то конкретной целью, задачей чему-то здесь научиться. Каждый человек, ты здесь не просто так, не просто так. Ты пришел сюда с определенной задачей, ты встретил именно тех людей, которых должен был встретить. Не бывает встреч случайных, абсолютно не бывает. Каждая душа путешествует из жизни в жизнь друг с другом и учит чему-то друг друга. Просто так залетных людей вот таких вот не бывает. Нас миллионы на планете. Почему мы не встречаем каждый день вот из вот этого вот просто из этой толпы людей, каждого какого-то человека, с которым у нас какие-то вдруг возникают, не знаю, какие-то бешеные связи, эмоции, страсти, еще что-то. Ну, вы понимаете цепочку, да? Мы все пришли сюда зачем-то. И все из разной расы, из семьи и так далее. Кто-то из звездной, кто-то там из такой, 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 но сейчас не об этом. Сейчас о том, что мы не слышим свою душу и как ее научиться слушать. Вы, наверное, знаете про интуицию и как распознать, это говорит ваш мозг или интуиция. Когда вы видите, например, какого-то человека, и у вас вот первая вспышка впечатления, что вот, да, это оно. Но потом ваш мозг начинает разрабатывать планы, схемы и так далее, и все это уже полная ерунда абсолютная, потому что это уже не ваша душа с вами разговаривает, это уже не ваша интуиция, не ваше шестое чувство, как говорится, это уже полная шляпа, вы меня извините. Душу также можно научиться ее слушать. Есть даже определенные практики. Эти практики так же, как и работа с телом. Например, вы ложитесь, да, то есть на диван, на кровать, не знаю, на траву, на улице, все что угодно, что вы больше предпочитаете. Закрываете полностью глаза, расслабляетесь, да, чтобы у вас в руках, в ногах ничего не было. То есть энергия протекает свободно, абсолютно свободно. И вы спрашиваете свое тело, свою душу, да, о каком-то очень важном моменте в вашей жизни. Например, я хочу куда-то переехать, стоит ли мне вообще это делать, что меня ждет, что же будет вообще. Вы спрашиваете свое внутреннее я, свою душу, и вам на физическом уровне обязательно придет ответ. Ваше тело, то есть это могут быть какие-то мурашки, это может быть какая-то излишняя тревожность, то есть если вы ощущаете, да, вот какие-то, это может быть приятные покалывания, например, как вариант, да, то есть ощущения не должны быть с чувством тревоги, вас не должно бросать в пот от этого, это должно быть что-то приятное, если это положительный ответ, если это негативный ответ, то тело вам обязательно это продемонстрирует в каком-то таком необычном тревожном ключе. Научитесь это распределять. Научитесь работать со своим телом, научитесь слушать свое тело. Оно каждый день, каждой клеточкой борется за твою жизнь. Каждый день. Я думаю, что наладить контакт с ним не так-то сложно.
Это очень легко. Через тело, через работу с телом вы еще больше начнете слышать и понимать свою душу. Самый главный мой посыл из всего этого мною сказанного научиться работать в первую очередь со своим телом. И со своей душой, конечно, да, в самую первую очередь я оговорилась, но через тело вам будут давать сигналы. Вот хотя бы такая небольшая практика для вас, просто попробуйте. Когда я начала это практиковать, мне эта идея пришла, вот я нигде ее не брала, никем не вдохновлялась. Это просто моя практика, моя методика работы с собой, со своим телом, со своей душой. Я так разговариваю с собой, со своим внутренним голосом. Я стараюсь его раскрыть и услышать. Не кто-то там, что мне говорит, да, какие-то советы. Я всегда прихожу к себе и всегда спрашиваю у себя внутри. Не свой мозг, который постоянно мне выдает какие-то новые теоремы, математические схемы, какие-то геометрические прогрессии. Это все фигня. Да, благодаря логике мы можем много чего решить, но вот здесь вот, особенно когда это касается каких-то жизненных вопросов, может быть, вы чего-то боитесь. Я прекрасно понимаю, что ты можешь сказать, что тебе страшно идти в реализацию, начинать все заново, тебе может быть 15 лет, тебе может быть 60 лет, и ты не знаешь, с чего начать, и какая-то часть жизни прожита, и абсолютно непонятно, что теперь делать, и есть чувство какое-то сожаления, может быть, или же сожаление о том, что не решился все-таки или не решилась. И страшно, страшно идти в новое, страшно начинать, страшно реализовывать, страшно оказаться, наверное, не на том уровне, на котором хотелось бы, и познать вот эту вот горечь, поражение, да. Чаще всего наш мозг это нам и подкидывает. Лучше не делать ничего, чем сделать что-то и сделать это плохо. Это и моя проблема тоже. Я очень сильно боюсь всего в жизни. Именно поэтому я всегда переезжала, потому что мне было страшно. Страшно соединиться с местом. Страшно остаться на одном месте. Страшно что-то упустить в жизни. Да и вообще мне страшно сейчас записывать вам это видео. Может быть, вы подумаете, что я сошла с ума, и я несу полный бред, и вы можете абсолютно так подумать. Но суть не в этом. Суть в том, что нужно уметь себя слышать. И если у вас вот здесь вот душа зовет куда-то, то вы же понимаете, да, мы живем по колесу сансары. И каждый раз ваша душа будет возвращаться именно за тем, зачем она пришла. Поэтому пройдете вы сейчас уроки, которые придумала вам ваша душа, за каким опытом она сюда пришла, или пройдете вы их потом. Но чтобы 25 раз не перерождаться, конечно, лучше это сделать сейчас. И выйти на новый уровень, вывести свою душу на новый уровень, услышать ее наконец-таки. Это самая главная задача, и это огромный труд и огромная сила раскрыть это в себе и начать это в себе раскрывать. Очень страшно. Общество, может быть, какие-то ожидания других людей, вы можете не оправдывать их. Мама, папа хотели от вас другого, да, а вы совершенно другой человек по своей натуре, и мы не можем соответствовать ожиданиям других людей. Мы не можем, потому что мы другие. И не важно, что мы родились в одной семье, мы все настолько уникальные и разные, у каждой души свой путь. Не бывает одинакового пути. Мы не можем себя никогда сравнивать с другими. Мы настолько все разные, у нас настолько разный путь, настолько разные чувственные аспекты, эмоциональные, настолько разные взгляды. Да, мы научились как-то друг с другом взаимодействовать, иначе бы всего мира бы не существовало. Мы умеем. Но из-за этого тоже мы начинаем стирать свои границы и перестаем слышать себя. И порой очень часто нужно просто остаться наедине с собой, сделать эту практику, послушать себя, поговорить с собой через свое тело, услышать свою душу.
Несмотря на свои какие-то страхи, на то, что вам мозг подкидывает, спросите свое тело. Может быть, это станет каким-то толчком для вас в этой жизни. И, возможно, после этой самой практики, да, работы с телом, работы с душой, я обязательно вам расскажу еще в следующих видео, когда ко мне придет вдохновение. Сегодня это было вот вообще не запланировано, я собственно говоря, вот в таком вот виде экстренно записываю вам видео. Поэтому я думаю, что эта практика очень ценна, если ей правильно воспользоваться. Я благодарю тебя за просмотр, и я надеюсь, что эта маленькая практика, это целый огромный шаг к тому, чтобы ты научился или научилась слышать себя, свою душу. Пока-пока.